Друзья, вы только посмотрите, какая красота у мамы получилась. Вот такая аппетитная вкусняшка. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы работаем на кухне у мамы Алексея, то есть у моей свекрови. Свекровь моя родилась и выросла в Баку, поэтому она знает толк в азербайджанской кухне. И сегодня мама с вами поделится рецептом вкуснейшего плова по-азербайджански. Мы с Алексеем уже сняли для вас мукбанг, ссылку оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, смотрите, как мы дегустируем азербайджанский плов. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылку оставим внизу в описании. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады каждому из вас. Ну а сейчас оставайтесь с нами, мама вам подробно скажет, как приготовить вкусный национальный азербайджанский плов. Мы начинаем! Чтобы приготовить плов по-азербайджански, нам потребуется хороший кусок мяса, в данном случае у нас шейка. Здесь кило 300. Мяса много не бывает, каждый ингредиент подается отдельно. Кто что больше любит, тот того больше и берет. Поэтому мясо уходит всегда в первую очередь. Мяса берем много. Кило 300 шейки. 250 грамм лука в очищенном виде уже. 700 грамм пропаренного длиннозерного риса. Сухофрукты. Среди сухофруктов у нас здесь курага, чернослив и изюм. Вот, посмотрите. Общий вес сухофруктов у нас 600 грамм. Опять же, кто каких сухофруктов больше любит, того и берите. У нас примерно 150 грамм изюма, 150 грамм кураги, остальное чернослив. Также нам потребуется соль и черный перец по вкусу. И растительное масло. Про растительное масло мы вам скажем чуть позже. Внизу в описании под видео напишем точно, сколько миллилитров масла для приготовления каждого из ингредиентов у нас уйдет. Чуть позже все расскажем, напишем и покажем. Для начала нам необходимо хорошо промыть в нескольких водах рис. Рис мы хорошо промыли, и вода уже закипает. Отправляем большое количество воды. В большое количество воды, в кастрюлю с большим количеством воды. Ждем, когда закипит, да, и варить сколько будем? Ну, 20. Потом попробуем, чтобы сердцевина была тоже проваренная, чтобы он не был сырой. А, внутри, да? Ага. То есть вы его шебуршать не будете сейчас, мешать? Буду. Будете? Перемешиваем. Как закипит, 20 минут, да, засекать будем? Угу. Как вода? Посолю его чуть-чуть. Ага. Так, соль сейчас дам. Как вода закипит, варим 20 минут. Солим. 1 чайную ложку соли кладем. И хорошо перемешиваем. Все, ждем, когда закипит вода. Периодически надо перемешивать, чтобы рис не прилип и не пригорел. Вода вовсю закипела, и бабуля уменьшила газ. До минимума, да? Да нет. Нет? Нет. Чуть ниже среднего, да? Угу. Газ устанавливаем чуть ниже среднего, и чтобы вот так слегка продолжало кипеть, при открытой крышке варите. При открытой, да. При открытой крышке в течение 20 минут будем варить рис. Периодически помешивая, чтобы он внизу не пригорел, не прилип к кастрюле. Еще чуть-чуть посолю водичку. Еще, да? Ну, да. Еще чайную ложку соли кладем, получается в общей сложности 2 чайные ложки соли. Ну, это зависит от того, сколько воды будет. Ну да. Ну, воды побольше, чтобы он хорошо. По вкусу, да, солите. У нас вот много воды, поэтому 2 чайные ложки соли. Угу. Все, пока варим рис. Тем временем, пока у нас варится рис, мы нарежем мясо. Мясо нарезаем кусочками, примерно сначала на пластинке толщиной 2 сантиметра. И вот такими квадратиками, да, кубиками. Да, Кубиками. 2 на 2 сантиметра кубики вот такие получаются у нас. И сразу мама отправляет это все дело в сковороду. Вот так получаются полоски, и полоски потом эти пополам получаются
Кубики 2 на 2 сантиметра. На донышке чуть-чуть кипяточку налью, чтобы не пригорело, а потом будет дальше томиться. Угу. Сейчас сразу кипяток, да, вы зальете? Да, чуть-чуть. Без масла, да, вы его? Без. А когда масло? В конце, что ли? Посмотрим, а может даже совсем, потому что он кусочки жирненькие. Ага, мясо должно быть вот такое жирное. Если берете баранину или говядину, то обязательно, чтобы с жиром было мясо. Итак, прошло у нас 20 минут, рис сварился, и теперь его вот так откидываем на дуршлаг. Промывать будете? Обязательно. Холодный, да? Или Горячий. Кипятком? Ага. Горячий. Горячей водой вот так вот промываем теперь рис. С чайника прям вот так заливаем. Достаточно большим количеством воды. Промываем рис. И ждем, когда вода стечет. Дальше в эту же самую кастрюлю заливаем растительное масло. Значит, смотрите, масло заливаем постепенно. На дно кастрюли 60 мл растительного масла мы залили. Дальше в кастрюлю отправляем рис. Какой он красивый получился. Угу. Так, дальше смотрите, в кастрюлю мы положили половину риса и опять заливаем растительным маслом. $75 мл растительного масла. Дальше в кастрюлю отправляем вторую половину риса. Вот такая вот технология приготовления риса. И дальше сверху риса опять заливаем растительным маслом. Получается на дно 60 мл, в центре 75 мл, сверху опять 60 мл растительного масла. В общей сложности у нас получилось 200 мл, рассчитывайте. На 700 грамм риса 200 мл растительного масла. Дальше что делаем? Берем полотенчика. Берем полотенце чистенькое, закрываем. И крышкой прикрываем. Полотенце, чтобы не пригорело, вот так наверх поднимаем уголки. Газ у нас какой стоит? Самый низкий. Самый минимальный газ устанавливаем. Сколько так еще? Минут 5. Это чтобы лишняя какая влага, она улетучилась. Ага. И в рисе не осталось, а на полотенчике все. Потом полотенчика будет влажненькое. А, поняла. Все, на 5 минут вот таким образом оставляем на минимальном огне. Да. И все, рис готов, да? Да. Быстро, просто, можно да. кушать. Угу. В мясо налили небольшое количество На дно, воды на дно. Буквально, может быть, миллилитров 50. И закрываем крышкой. И будет она томиться у нас. На максимальном, да, пока огне? Пока на максимальном, это же пока разогреет. Все, сковороду. На самой маленькой форсунке, на максимальном. Ага. На самой маленькой форсунке, на максимальном огне. Мясо у нас сейчас закипит. Угу. Потом будем уменьшать газ. Все, рис у нас готов. Да. Влажная Влажная тряпочка. стала тряпочка. И отключили газ. И оставляем вот так рис, пока у нас не приготовятся другие оставшиеся ингредиенты. Итак, смотрите, мясо уже вовсю закипело. Теперь оно будет сейчас томиться. Перемешивать будем? Будем. Открываем мясо. Смотрите, оно уже вовсю кипит. И теперь мы его перемешиваем. И будем томить на небольшом? Да, на небольшом огне. И будем томить на небольшом огне до готовности. А потом полукольцами нарезанный лук закинем, когда уже мясо будет готово. Все, закрываем крышкой, томим и ждем, когда оно приготовится. В зависимости от того, какое у вас мясо, время может отличаться. Готовим до мягкости. Сухофрукты хорошо промываем под холодной водой. Несколькими водами нужно будет промыть сухофрукты. И сливаем. Сухофрукты мы хорошо промыли несколькими водами. И теперь отправляем в кастрюлю. Сухофрукты, курага, чернослив и изюм. Запаривать ничего не нужно. Мы сразу вот промыли сухофрукты, отправляем в кастрюлю. И сейчас покажем, что делать дальше. Заливаем кипяток из чайника. Так, чтобы слегка из-под сухофруктов увидели водичку. Все, достаточно. То есть покрывать сухофрукты водой не нужно. Вот до такого уровня.
Пока у нас сухофрукты на плите и мясо тоже на плите, мы нарежем лук. Лук режем просто полукольцами. Тоненькими полукольцами. Лук мы нарезали, пока просто оставляем. Он будет ждать своего часа. Тогда, когда приготовится мясо, в дело пойдет лук. Сухофрукты у нас закипели, мы их перемешиваем и при открытой крышке на максимальном огне ждем, когда полностью у нас испарится вода. Сухофрукты у нас на максимальном огне активно кипели, я их активно перемешивала, чтобы они не пригорели, это обязательно. Дальше мы уменьшили газ до минимума и теперь необходимо налить растительное масло. Лучше, конечно, топленое, но проще растительное. Наливаем 4 столовые ложки растительного масла или 60 мл. Все хорошо перемешиваем. И все, это готовы сухофрукты. А если плюс-минус, чуть больше, чуть меньше воды, ничего страшного? Ничего страшного. Все, отключаем газ, сухофрукты у нас готовы. Дело за мясом. Дело за мясом. Мясо активно тоже кипит на медленном огне. Уже пора? Нет, крышечку. Все, сухофрукты тоже накрываем. Сухофрукты готовы, рис готов. Ждем мясо, когда поспеет. Посмотрите, сколько жира. Масла здесь не нужно, да, бабуль? Нет, не нужно. Мясо очень жирное, поэтому масло для мяса не нужно. Все, теперь кладем лук. Первое время у нас мясо тушилось под закрытой крышкой с водой. Потом мы крышку открыли, и чтобы вода испарилась и выделился жир, все оставшееся время мы на среднем огне при открытой крышке готовили мясо. Вот. Теперь мы перчим. По вкусу перчим. Ну, где-то на кончике треть чайной ложки черного перца. Соль по вкусу мы кладем, учитывая количество мяса, 1,5 чайной ложки. И все хорошо перемешиваем. Дальше закрываем крышкой, уменьшаем газ до минимума и томить будем минут 10. Как лучок он будет готов. Да, так мясо чтобы, готово уже. так чтобы лук приготовился, минут 10 еще потомим. Итак, мясо у нас уже готово было, лук тоже приготовился, прошло минут 15, потомили мы его под крышкой, все, мясо тоже готово, рис и сухофрукты готовы, можно сервировать и подавать к столу. Друзья, вы только посмотрите, какая красота у мамы получилась, вот такая аппетитная вкусняшка, это безумно вкусно, рекомендуем на 100%, мы уже много-много раз пробовали. Ну а в этот раз будем есть с Алексеем плов вместе с вами на нашем мукбанг канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте маме, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.